Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня в гостях уже вполне традиционный наш гость, руководитель портала «Атомная энергия 2.0», создатель, главный редактор и одновременно еще 100 ролей Павел Яковлев. Уважаемые гости, приветствую вас. И, разумеется, речь о новостях атомной индустрии в России, на планете, хотя обычно одно с другим практически полностью совпадает. Наверное, есть резон начать с нашего юбиляра. Да. У нас совсем недавно, 65 лет, отметил Атомфлот. Уникальная совершенно компания, ни у кого на планете больше атомных ледоколов нет. А начиналось все достаточно давно. Атомфлот даже старше, чем я, оказывается. Начиналось все с атомного ледокола «Ленин». Он одновременно был и, наверное, не только первенцем, на нем проводились и все ходовые испытания впервые, и опробовали его во льдах нашего Северного морского пути, и двигатели там меняли, и много чего там было. А в каком состоянии на день сегодняшний наш юбиляр? Возраст солидный. Да, сегодня это знаковый, конечно, объект для нашего атомного флота. Сегодня это современный музей, который буквально недавно прошел покраску, обновление, небольшой ремонт. И сейчас там проводятся не только экскурсии для молодежи, но даже конференции мирового уровня. И туда приезжает ряд знаковых лидеров атомной отрасли, государства, образовательной нашей среды. И 3 декабря в Мурманске была серия праздничных мероприятий, была конференция, и также наше отечественное ядерное общество России провело большую знаковую конференцию в честь 65-летия атомного ледокольного флота, где они подвели не только итоги, но и наметили планы развития этого направления Северного морского пути, кадровой составляющей. Как мы знаем, сейчас создается огромный транспортный новый коридор, который должен успешно конкурировать с другими логистическими маршрутами. И буквально на днях атомный ледокол «Якутия», это, по-моему, как раз к празднику, да. Четвертый серийный, 5-й, если учесть головное судно. Да, вышел на ходовые испытания в Атомный Санкт-Петербурге. ледокол серии ЛК-60, она же 222-20. На день сегодняшний лучшее из того, что у нас есть, самый мощный ледокол для Арктики. Где-то там в перспективе строительства атомного ледокола класса «Лидер», ядерный двигатель которого будет еще в 2 раза мощнее, но это в перспективе, там где-то, когда-то, со временем, с годами. Очень ждем. Вот на этом ледоколе испытываются новые системы, в том числе одна из компаний испытала там систему радиационного контроля «Феникс». То есть потихонечку наши не только атомные станции, но и суда обновляются современными технологиями. На самом деле тот проект атомного реактора «Ритм-200», который обеспечивает эти ледоколы энергии, это, конечно, на мой взгляд, такое очень серьезное, красивое. Вот если что-то инженерное красивое, значит, оно очень хорошее. «Ритм-200» — это реактор, который мощнее, чем все предыдущие, при этом он меньше по размеру, он интегрированный, то есть все, что касается первого контура, находится внутри одной оболочки, занимает меньше места, меньше весит, при этом он мощнее и рассчитан на более долгие сроки работы. Их там 2 на ледоколе. Да, как всегда, пара ЛК-60, 60 мегаватт, это мощность на гребных валах, проходимость вроде бы теоретически должен был 2,7 метра толщина льда. Проверено, действительно проходит. И отдельно то, что вот такие испытания для реактора «Ритм-200», он выдерживает удары о лед, он выдерживает крен бортовой до 45 градусов, килевой, нос-корма 15 градусов. И, соответственно, конструкторы ОКБМ имени Игоря Африкантова в Нижнем Новгороде, я думаю, когда они разрабатывают наземные варианты, «Ритм-200» чувствуют себя просто как в санатории. В Якутии предстоит этим реактором работать «Ритм-200Н», наземный вариант в Узбекистане.
По-моему, в конструкторском бюро просто праздник. Никто не бьет. Ожидается Монголия далее. Ну, тут будем надеяться, что где-нибудь в предновогоднем поздравлении генеральный директор Росатома расскажет, какие из переговоров. Там же были переговоры, по-моему, и с... Кто-то еще у нас в Азии был. Вот на самом деле такое впечатление, что кто первый рискнет. Хотя Узбекистан уже первый, это надо просто признать как факт. То есть первая атомная станция малой мощности, вот такая полноразмерная, сразу 6 реакторов, тот самый модульный подход, о котором мы так много слышим, но который мы, надеюсь, увидим уже в наступающем году. Будет интересно посмотреть, сколько компонентов будет действительно собираться на заводе и транспортироваться к месту взамен того, чтобы на месте все собирать, как сейчас делается. Вообще посмотреть на транспортировку, потому что, все-таки, если конечная сборка будет традиционно в Подольске, то есть вот из Московской области доставить Джизакской области в Узбекистан, интересно, как это будет выглядеть. Морским путем туда точно не приберешься. Понятно, что по каналам можно дойти до Каспия, но от Каспия там тоже еще немало. Так что будем надеяться, что Росатом в этот раз найдет квадрокоптер, чтобы все это снять, получится красивый фильм. Я думаю, Discovery обзавидуется. И, Борис Леонидович, буквально на прошлой неделе вышла новость от Норильского никеля, что они продолжают обсуждение с Росатомом варианта использования малой станции с реактором Ритм-400 для своего промышленного района. Это тоже может быть очень большой проект для крупного промышленного предприятия строительства малого модульного реактора российского. Ритм-400 – это реакторы, которые разрабатывают уже для ледокола ЛК-120. Лидер. Я думаю, пока будут строить корпус и все остальное, атомщики успеют быстрее. У нас судостроители – это как раз те люди, которые запрещают рассказывать анекдоты о горячих эстонских парнях. Будем надеяться, когда-нибудь досправятся. Другое дело, что я так до конца и не понял, почему было принято решение строить лидер в количестве 1 штука. Все-таки рассчитано, необходимость в нем есть, если мы смотрим на акваторию Северного морского пути, от Диксона и по карте направо, восточнее. Там, где самая сложная ледовая обстановка, там, где не хватает мощности даже ЛК-60. Как один ледокол сможет обслуживать такой протяженный маршрут, будем смотреть. Будут большие караваны, длинные. Будем смотреть по поводу того, какими могут быть ледоколы. Обязательно сделаем в ближайшее время передачу. Борис Леонидович, также надо отметить успех нашего оборонного комплекса. После, по-моему, свыше 20 лет ремонта и модернизации буквально на днях вышел на ходовые испытания тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» с крупнейшей, по-моему, в России судовой атомной установкой. Установка, про которую нам очень хотелось бы рассказать, но не получится. Мы не знаем. Но не получится, потому что мало кто об этом знает. И, кстати, многочисленные вопросы в комментариях видел, как же работают атомные подводные лодки и авианосцы в Соединенных Штатах, если у них нет собственной технологии обогащения урана. Докладываю, старые запасы, обогащение там не соответствует никаким нормативам МАГАТЭ. Разрабатывалась вся эта техника куда как раньше, чем появился договор о нераспространении ядерного оружия. И, к примеру, мы вспоминали сегодня атомный ледокол «Ленин», обогащение урана на первом двигателе на реакторе ЛК-90 под 90% и было, то есть практически оружейное, время было такое. Так что МАГАТЭ туда точно не пустят проверять, что и как. Такая техника тоже есть, и, на мой взгляд, очень хорошо. Хотя я не военный специалист, может быть, кто-нибудь посоветует, с кем можно было бы поговорить по этому поводу. У нас атомной техники, атомных подводных лодок достаточно много, но что о них можно рассказывать, что позволительно, что нет, но тем не менее достаточно удивительные такие изобретения. Я думаю, что касается итогов работы Северного морского пути, напомню, что Росатом оператор СМП с 2019 года, наверное, или на следующей передаче, или в начале года, потому что пока еще не все сверстано. Если мы о СМП говорим, то не стоит забывать, что в Атомфлоте есть и неядерные ледоколы, обслуживающие
завод Ямал-СПГ, это тоже Атомфлот, портовые ледоколы, так называемые, еще ряд судов обеспечения и так далее, и так далее. То есть такая большая тема. Подготовимся, наверное, и расскажем. Да. И в то же время ветровой дивизион Росатома успешно завершил год. Ну вот, Павел будет хвастаться свежим загаром. Приехал не так давно из командировки, из поездки. Да. Рассказывайте. Я смог посетить открытие начала строительства заливки бетона, фундамент самой крупной в России ветроэлектростанции в Дагестане. Новолакская ВЭС, там будет две очереди по 150 мегаватт каждая, 300 мегаватт. Это крупнейший ветроэнергетический проект Росатома. Впервые посетил Дагестан, Махачкалу. Очень мало успел посмотреть город, но успел увидеть Каспийское море. И, конечно, ветра там очень сильные. И удивительный момент про эту электростанцию, что там планируется ее КИУМ в размере 40%. То есть там настолько должны быть сильные ветра, потому что в среднем сейчас это где-то 20, 17. Да, то есть очень высокий КИУМ, это поля. Конечно, там будет использоваться и сельское хозяйство, и животноводство, и местные фермеры участвуют в этом процессе. Но, как мы знаем, одна ветроустановка это 1,5 мегаватта. 2,5, да-да-да, 2,5. Высота ее 100 метров, с лопастями все 140. И Дагестан, будучи энергодефицитным регионом, благодаря этой Новолакской ВЭС, закроет половину своего дефицита. В течение следующих 2 лет она будет построена. Ну, у меня свое мнение по поводу того, что она закроет, что она не закроет. Вот на отсутствие ветра нужно будет что-то резервное придумать. Но если говорить о том, что из себя представляет рельеф Дагестана, это, конечно, возможность подстраховаться за счет малых гидроэлектростанций, где, собственно говоря, у Росатома тоже достаточно богатый опыт, так что он может сам себя и подстраховывать. Горная местность, небольшие реки, но те самые контейнерные гидроэлектростанции, никаких плотин, никаких деривативных каналов. После обследования характера течения реки один контейнер с гидроагрегатом внутрь просто ставится на дно, второй контейнер со всеми преобразователями, трансформаторами, системой вывода мощности на берегу, вот, собственно говоря, вся электростанция. Они не бывают большой мощности, но для того, чтобы подстраховывать на случай штиля или недостаточной силы ветра, в Дагестане это точно возможно, тем более, что Росатом работал у нас на Северном Кавказе совместно с Росгидро, 2 проекта реализованы как раз вот на базе таких контейнерных гидроэлектростанций, которые специалистами Росгидро собраны в единое целое, чтобы нарастить мощность. Ну и, собственно говоря, не стоит забывать о том, что Росатом в Киргизии занят строительством сразу 2 малых гидроэлектростанций. Так что если будет вот такой комплексный подход, то для Дагестана это действительно очень неплохо. И очень большие планы по экспорту вот этих мини-ГЭС в Африку. Ну, они уже идут в Киргизию, да. Я думаю, что они пойдут и в Африку. Это, на мой взгляд, правильный подход. Понятно, что по уровню научно-технологического развития далеко не все африканские страны готовы включаться в атомную гонку, в атомную энергетическую гонку, наверное, так, на всякий случай, не ядерная, атомная энергетическая, но налаживать сотрудничество, приучать людей к тому, что за любыми вопросами по электроэнергии можно обращаться в Росатом, и ответ всегда будет положительным, ну, наверное, это такой разумный подход. Ну, а лично для меня я всегда рад любым проектам, связанным с солнечной генерацией, ветровой генерацией, и чем дальше эти проекты от России, тем больше я этим проектам рад. Так что я напоминаю, что в 2016 году, когда Росатом принял решение идти в ветрогенерацию, новое для себя направление, тогда идеология была сформулирована: наработать компетенции, освоить производство всех комплектующих, получить опыт дома в России и после этого идти на международные рынки. Так что подход правильный. То, что появились первые контракты зарубежные в Киргизии, в Мьянме, я думаю, что это хорошее направление.
особенно с учетом того, что все провалы в генерации ветровой Росатом собственными технологиями готов и подстраховать. Резервные мощности могут быть и атомные станции малой мощности, и малые гидроэлектростанции. Так что здесь такой комплексный подход. Единственное, по-моему, чего у Росатома пока еще не было, это солнечных электростанций. Да. Но, кстати, я слышал, что в этой сфере тоже есть уже проект. Как раз вот когда съездил в Дагестан, там узнал об этом. Ну, посмотрим, как будет идти строительство. Что касается того, что ветрогенерация, она у нас изо всех сил зеленая, красивое утверждение, кто бы спорил. Вот, например, Павел, который наблюдал, как заливается первый бетон, спорить с этим не будет. Бетон – это цемент. Цемент – это, разумеется, высокотемпературная процедура, требующая больших объемов генерации. Обычно она у нас угольная, газовая, ну а все остальное у нас зеленое. Какое количество бетона будет заливаться под основание одной ветротурбины? Там 150 свай. Я знаю, что свай очень много, местность болотистая, и одни эти сваи, так сказать, уже составляют существенное количество того же бетона. Ну и будем надеяться, что Росатом станет первой компанией, которая придумает технологию переработки тех самых лопастей. Тоже большой вопрос. Это композитные материалы. По нашей российской стандартизации это отходы первого класса опасности, потому что природа такое не переработает никогда. Значит, нужны технологии, которые позволят использовать эти лопасти, ну, хоть как-то, кроме как строить из них заборы после того, как пилой распилил. Ну, это о зеленых технологиях, я же обязан что-то добавить. Вот. А что касается локализации оборудования, здесь, по-моему, у Росатома практически полная цепочка. Первым было освоено все, что находится в гондоле, то есть вот, сама турбина, генератор, вот это вот все, что там мы не видим, потому что высоко. Дальше была освоена башня, то, что выше гондолы находятся, лопасти, магниты. Ну, магниты, да, весь этот комплект. Вот сами башни, вроде бы их у нас в Волгодонске тоже делают. Да, сделал в Волгодонске на заводе «Атомаш». Росатом, по-моему, в 2016 году купил крупнейшего на тот момент голландского производителя Лагервей. И по соглашению Росатом смог локализовать, перевести под себя все ключевые технологии, которым сейчас он активно развивает. Да, можно относиться к европейцам по-разному, но вот Лагервей совершенно четко выполнил свои обязательства, которые были подписаны при создании совместного предприятия. Сначала должна была быть передана технология производства турбин мощностью 2,5 мегаватта, это сделано. Дальше планировалось переходить на 4,5 и выше, но здесь приключился 22 год. Лагервей под давлением собственного правительства, не думаю, что с большой радостью, хорошее направление, новую нишу для себя вынужден был покинуть. Будем надеяться, что Росатому полученных знаний хватит для того, чтобы генераторы большей мощности уже разрабатывать самостоятельно. Вот это что касается ветра. Что у нас еще выдающегося было? Можем пройтись по мировым новостям. Ну, давай с соседей начинать тогда. Да, с каких? Южных или северных? С южных. Южных, ну, сейчас зима, поэтому хочется поговорить про южных соседей. Как мы знаем, ряд наших южных соседей планируют свои собственные атомные станции. Это Казахстан, Узбекистан. В Узбекистане была проведена большая международная конференция на прошлой неделе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который посетил и строящую площадку, и наш филиал МИФИ в Ташкенте. Вот, и было подписано ряд соглашений с МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциацией, где Узбекистан будет обладать и обмениваться мировым опытом в сфере строительства и дальше уже эксплуатации будущей атомной станции. Также, кстати, было отмечено в заявлении пресс-службы государства, что проект крупный АЭС, 1200 мегаватт ВВР, 2 энергоблока, не снят с повестки. Это Росатом, по-моему, тоже заявлял. И в будущем он тоже планируется к реализации. Ну, вообще, конференция знаковая была, однодневная для Узбекистана. Первый опыт, наверное, поэтому более масштабно проводить не стал, но среди организаторов не только МАГАТЭ, не только Узатом,
не только государственный регулятор, но и организация исламского сотрудничества. То есть, с одной стороны, первый опыт, но с другой стороны, поскольку представители этой организации приезжают в Узбекистан, знакомятся они с теми технологиями, которые предложил Росатом, так что лишним это точно не будет. Ну и кроме того, опять же, по поводу того, что расслабляться ни в коем случае нельзя, Узатом начал консультации с китайскими специалистами по атомным станциям малой мощности. Ни о чем не говорит, но консультация начата. Поскольку Китай, он у нас и партнер в атомной энергетике, он у нас и конкурент в атомной энергетике. Свой проект атомной станции малой мощности, ну, в принципе, если говорить о высокотемпературных реакторах с газовым охлаждением, его, наверное, можно отнести к малым. Тогда вот не только плавучая атомная теплоэлектростанция академик Ломоносов относится к действующим атомным станциям малой мощности, но и то, что смогли сделать китайские атомщики. Другой вопрос, так ли в Узбекистане необходима именно высокотемпературная технология, там в качестве охладителя используется гелий, который способен выносить из реактора до 900 градусов Цельсия тепла. Ну, правда, у китайцев так не получилось, там получилось что-то около 700, поэтому китайские атомщики говорят, что это реактор поколения 4. Но многие сомневаются, потому что если бы это было 4, надо было показывать температуру 950, а у вас 750, значит, у вас не то. Но тем не менее, такой намек на то, что расслабляться нельзя. Напомню, что лишнее тепло, казалось бы, Узбекистану зачем, но в Узбекистане идет реализация проектов газовой химии, разумеется, с участием России, поскольку лишнего газа, свободного от обязательств перед Китаем, в Узбекистане просто нет. Один из продуктов, который можно получать из природного газа, из метана, это аммиак. Химическая реакция идет при температуре порядка 800 градусов. То есть вот здесь вопрос, а куда девать тепло от таких реакторов, может быть закрыт один раз и навсегда. В Узбекистане тут будет только на радость, потому что либо вы тот самый метан жгете для того, чтобы получить высокую температуру, либо у вас ничего не горит, только мирно пыхтит тихонечко атомный реактор, который не требует ни топлива, ни, соответственно, каких-то тепловых выбросов, что в наше тревожное время тоже необходимо учитывать. Борис, китайцы как раз пошли по этому маршруту. Вот для вот этой малой станции на Эши-Дааване с двумя высокотемпературными реакторами, шаровыми микротвеллами, они разработали целый промышленный индустриальный комплекс, где вот эта вот малая станция с высокотемпературным теплом, с пароснабжением, с теплоснабжением, она является частью промышленной экосистемы по производству того же аммиака, водорода, отопления, опреснения. Они там целую огромную карту нарисовали, где вот эта малая станция с высокотемпературным теплом только одна из частей этой системы, но промышленность является, наверное, основой. То есть это такое очень хорошее решение для декарбонизации, для теплоснабжения промышленности в первую очередь. Ну да, потому что электрическая мощность там невелика, там оба реактора работают на одну электрическую турбину, то есть производство электрической энергии... 200 мегаватт, 210. Всего 210 мегаватт, но основная цель была действительно получить вот такую высокую температуру на выходе, именно для всего, что связано с тепловыми процессами. Я надеюсь, что Росатом это направление тоже не забудет, тем более, что научное производственное объединение «Луч» производство микротвеллов для таких реакторов уже освоило, причем достаточно давно, уже все мыслимые и немыслимые испытания проведены, все довольны. Ну, о том, что такое микротвеллы, тоже, наверное, надо как-то отдельно рассказывать, иначе мы до прочих новостей вообще не доберемся. И, как мы знаем, в Казани, возможно, планируется строительство ВТГР как раз для промышленности, для их промышленного комплекса, Татарстан – это наша нефтехимическая провинция, самая главная для России. Наибольший объем пока еще там, хотя Сибур с его проектом в Томске, он, конечно, старается. Ну, а если
будет завершено строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса в городе Свободное, вот тогда мы можем говорить о том, что у нас химическая промышленность действительно диверсифицирована по всей территории России. Но в Татарстане, да, с учетом того, как они умеют работать со своей тяжелой и вязкой нефтью, что они научились из нее делать, такой реактор, наверное, был бы, кстати. Так что будем надеяться, что у Росатома появится заказ и вот на такой тип реактора. При том, что уже прошло ряд слушаний, ряд встреч с промышленностью, с инвесторами, с образовательными университетами, то есть все очень заинтересованы. Но в Татарстане есть такая антиядерная группа, они задают некоторые вопросы относительно этого проекта, который должен быть первым в своем роде в России. И в то же время на Кольской АЭС 12 декабря будут слушания по поводу строительства 2 новых энергоблоков ВВР С-600 со спектральным регулированием средней мощности. Ну, я, если честно, не припомню ни одного общественного слушания в атомных городах, которое построено специально для обслуживания атомной электростанции, чтобы там кто-то возражал, а давайте мы еще одну атомную Обычно электростанцию. 98% как минимум за. А кто же эти двое? Большой вопрос. Да, это будет станции замещения, где будут опробованы ряд инновационных технологий, средней мощности со спектральным регулированием ВВР-600. И также там будет построен предстанционный комплекс по производству водорода, тоже с применением вот этого возможного высокотемпературного тепла. Что характерно, вот водород Россия уверенно шагает, у нас есть собственная водородная программа, и особенно приятно узнавать новости от нее именно в этом году, когда каждую неделю одна за другой европейские, американские компании все водородные программы сносят вправо. И вот тут как раз приходим мы, потому что у нас более чем достаточно денег, чтобы охватывать все технологии разом. Например, вот технологию производства сжиженного природного газа мы вот осваиваем. И строим целую водородную долину на Сахалине с поездами водородными. Может быть, уже даже самолеты будут водородные. Ну, вот при слове «поезда» я всегда радуюсь тому, что у нас РЖД участвовала во всех высокотехнологичных процессах. Она и гиперлуп строила, она и поезда левитирующие над и квантовую сеть построили. И квантовую сеть. В общем, РЖД у нас участвует во всем. Правда, пока ничего не получилось, но ничего страшного, она будет продолжать участвовать в водородных поездах и так далее. Если кто-то еще что-то придумает, обязательно сообщите в РЖД, они обязательно включатся. Прекрасная компания, выдающиеся результаты. И совсем рядом с Сахалином Япония перезапустила второй энергоблок АЭС Симане, который не был в эксплуатации 13 лет. С 2012 года был остановлен, и вот перезапуск реактора наконец. Ну, это действительно достаточно большое событие, потому что остановка произошла по требованию МАГАТЭ. На территории Японии работали в основном атомные энергоблоки второго поколения, то есть такого количества систем безопасности, которые мы сейчас на современных блоках видим, там не было. Соответственно, от МАГАТЭ был получен длиннющий список, что необходимо для того, чтобы вы получили право перезапустить. И то, что в Японии атомная электростанция не государственная, это муниципальное предприятие, частное предприятие. То, что нашлись те, кто пошел на такие инвестиции достаточно серьезные. Одно дело приготовить все необходимые системы безопасности во время строительства реактора, и другое дело поставить в нужное место нужную систему, и так, чтобы потом инспектор МАГАТЭ был спокоен, что здесь все хорошо получилось. Тем более, что в Японии есть еще и своеобразная такая причуда законодательства. То есть сначала владелец атомной электростанции обязан выяснить все свои отношения с МАГАТЭ, то есть вот одобрение получено, а это значит, что деньги уже серьезные вложены, и только после этого проходит общественное слушание. То есть есть риск того, что деньги вложены, все требования МАГАТЭ выполнены, после этого общественное собрание префектуры, или как они да, там, префектура, да. просто голосуют, что мы этого не хотим. Такой уже был несколько раз. Да, то есть вот такой высокий риск. Но на самом деле до 2011 года более 30% в общем балансе электрогенерации в Японии это были именно атомные электростанции. Строились в основном американскими специалистами. Было время, когда компании Соединенных Штатов, сейчас мало кто в это верит, умели строить атомные электростанции. Был такой период, ну давно это было. Я еще в школу, по-моему, ходил.
С той поры многое утрачено. Но то, что японцы пошли на такой шаг, И более того, они объявили цель, по-моему, в 20% доли атомной энергии к 30 году или даже, может быть, раньше. То есть они не только планируют рестарт, перезапуск текущих реакторов, но и все-таки планируют строительство новых, потому что были сделаны большие вложения, инвестиции в быстрые технологии, в переработку АЯТ. И Япония и высокотемпературный реактор, один из самых первых в мире, разрабатывала. То есть страна активно... ИУ работала, уронила нечаянно трубу в жидкий натрий, и после этого решила, что быстрые реакторы – это не ее. Но сейчас, если говорить о вещах таких вот абсолютно практических, одна из японских компаний заказала очередной комплект тепловыделяющих сборок МОКС топлива. То есть, действительно, Япония намерена возвращать имевшийся опыт. Франции. Ну, во Франции больше особо и негде. Сейчас же не принято, в России же нельзя. Так что Япония потихонечку вот для атомной индустрии начинает приходить в себя, и вроде бы намечается создание консорциума с участием двух японских компаний и одной французской. Они все-таки хотят еще раз попробовать заход на реактор на быстрых нейтронах. Ну, посмотрим, что из этого получится, пока это на стадии переговоров, но тем не менее, то, что Япония этого не боится, на самом деле приятно. Стран, которые не страдают ядерным радиофобией вот этой бесконечной, не так уж и много на планете. И в то же время США и Великобритания исключили нашу страну из международного форума по технологиям, по реакторным технологиям четвертого поколения. Generation 4. Она создана была, по-моему, в 2000-м, и сейчас заканчивается время, которое участники сами для себя предусмотрели. Сейчас нужно новые соглашения о том, как будет двигаться. Которое уже создано, но без нашей страны. Не знаю, что они хотят этим добиться, тем более, что добивались этого исключения такие выдающиеся в атомной индустрии страны, как Соединенные Штаты. За последние 20 лет вот уже 2 реактора построены, и Великобритания, у которых собственных технологий, получивших одобрение государственного регулятора, новых атомных энергоблоков просто 0. Вот они и будут заниматься реакторами поколения 4. Неожиданное решение. Но имея цель утроения атомной мощности в США к 50 году. По этому поводу мы с тобой, по-моему, Да. уже смеялись. Молодцы. 200 гигаватт, с учетом того, что за оставшиеся до 50-го года, ну, собственно говоря, 25 лет, это легко, особенно для той страны, которая за предыдущие 20 лет построила 2 реактора мощностью 1000 мегаватт каждый. И смонтировала один реактор EPR-1600 на прошлой неделе на AES Hinkley Point C. Это большой успех французского машиностроения. Действительно, Hinkley Point C – это атомная электростанция на территории Великобритании. C, там в Англии принято не первая очередь, вторая очередь, третья, а A, B, C, то есть вот третья очередь, Hinkley Point. Реакторы EPR-1600, как любят говорить, не утратившие свое знаменитое чувство юмора британцы, мы будем гордиться тем, что самое дорогое в истории строительства объекта недвижимости будет проходить у нас. Сколько стоят эти 2 реактора, Hinkley Point C, 2 реактора EPR-1600, по-моему, выбрана мощность по 1750 мегаватт каждый. Последнее, что я слышал, там что-то около 40 миллиардов, причем не долларов и не евро, а фунтов стерлингов. Но процесс только начался. С учетом... Я слышал 25, но это тоже, это в 2 раза больше, чем в Египте, например. То есть это что-то невероятное на самом деле. И в общем, удачи машиностроителям Британии, Франции и кого угодно еще, потому что, как обычно, EPR-1600 это солянка сборная, такой интернациональный проект, это финансирование со стороны Китая, такая небольшая атомная провинция Китая, небольшой остров себе выбрали, вот и занимаются, вот и радуются тому, что у них получится. При этом договоренность о том, что в ответ на финансовую помощь будут пролицензированы китайские технологии реактора Дракон-1, он же Хуалон-1, он же HPR-1000,
со стороны Британии, разумеется, прервано. Ну, таковы Борис Ильич, по-моему, европейские. китайцев уже попросили выйти из проекта. Да. По-моему, теперь и финансирование и суверенное европейское, британское, французское, и французы, кстати, тоже активно искали инвесторов в этот проект, даже публично, да, приглашали войти. Какое-то время даже Росатом интересовался, очень давно это было, лет 15 назад, возможность инвестирования, так сказать, британских. Напомню, что договоренность о том, что китайцы входят со своими финансами, у французской компании EDF 3 площадки для строительства в Великобритании. Договоренность, китайские корпорации помогают с финансовой стороны, 3-я площадка должна уйти под комплект атомных энергоблоков на базе Дракона 1. Соответственно, если нарушается что-то, то вот эти 2 площадки остаются без финансирования, их будут искать самостоятельно вот французы, англичане и кто-нибудь еще. Будут они печатать свежие или там биткоинами заплатят неизвестно кому. Ну, посмотрим. По крайней мере, забавно. В то же время Сербия решила вернуться. Да, вот это действительно такой сильный ход. Что это еще в Югославии в 1989 году, когда Югославия была единой страной, на волне тех страхов, которые были вызваны катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции, в Югославии был принят закон, запрещающий строительство атомных электростанций на территории Югославии. Сербия, как одна из тех стран, которая является наследником большой Югославии, это в законодательстве сохранила. И, первый раз, по-моему, представители Сербии на Атом-Экспо мы видели еще 6-7 лет назад. То есть там непростой шаг был сделан, тоже и антиядерное настроение. Ну, может быть, им немножко какие-то подсказки давала соседка Венгрия. Венгрия ничего не боится, она все проверила, все работает, никаких проблем нет. Так что Сербия, да, неожиданное решение парламента, скупщины. Сербия сама себе разрешила строить атомную электростанцию. И, в общем, заявила о планах строительства 1200 мегаватт атомных мощностей в виде малых модульных реакторов. Такое общее заявление. Ну, я не знаю, это 6 узбекских АЭС малых. Не знаю, услышали 4. Не знаю, услышали это в Росатоме или нет, но я думаю, там уже вот на реакторе Ритм-200Н пересчитали, поняли, что надо продолжать сотрудничество. Но на самом деле первые шаги в атомную индустрию Сербия сделала. Есть ряд соглашений по ядерной медицине с Росатомом. То есть, ну, по крайней мере, приемлемость атомной промышленности, атомной энергетики, не только энергетических направлений, это тоже такой важный шаг, чтобы население перестало бояться атомных электростанций, чтобы они не превратились в граждан Германии. Это очень коварный такой момент. Вот, расслабился, раз тоже немец. Да. И в планах было строительство Центра ядерной науки и технологий, да? По аналогии с Боливией, с другими странами, вот, с ядерной медициной соответствующей. И в то же время, может быть, мы закончим хорошими новостями от наших проектировщиков, термоядерщиков. Ну, там есть, к сожалению, очень печальная новость, нельзя не сказать. Евгений Велихов ушел из жизни на 90-м году жизни. Мы знаем, это не только ученый, не только специалист в ядерной физике, но и общественный лидер. 90 лет ему было, он был одним из основателей проекта ИТЕР, термоядерного, который строится во Франции. Одним из его идеологов еще в 80-х. Впервые именно от него прозвучало предложение, что в одиночку термоядерный реактор ни одна страна не потянет, и чем пытаться конкурировать друг с другом, намного правильнее будет объединить усилия. То есть впервые и именно им была высказана мысль, потом, наверное, везде, где была возможность, набирал себе сторонников, пока это действительно не превратилось вот в крупнейший международный проект ИТЕР во Франции. Правда, не все там так просто, но тем не менее проект идет, и действительно международное сотрудничество на месте, несмотря на все политические веяния, не рассыпался конгломерат стран, которые в нем участвуют. Они сейчас обновили свою стратегию, так называемая обновленная линия, где они планируют уже проведение полномасштабного эксперимента в 2025 году, мне кажется, в ближайшие... Ну, вроде бы да, хотя... Да, но там еще строить и строить. Как мы знаем, мы поставляем туда ряд критически важного оборудования,
большие катушки, гиротроны, которые мы единственные в мире делаем. И все, что связано со сверхпроводимостью, тоже идет из России. За что, опять же, отдельное спасибо. Не было бы нашего участия в проекте ИТЕР. Да. И вот наша НИЭФА имени Ефремова, Санкт-Петербургская, по-моему. НИЭФА, да. Говорящее название Московская. времен Министерства среднего умышленностроения, научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры. Сразу понятно, чем занимается. Да. Разработал эскизный проект нашего будущего большого токамака с реакторными технологиями, называется ТРТ. Это пока только эскизный проект, который устанавливает принципиальные конструктивные решения, определяющие габариты, принципы работы, конструкторские разные проработки, электропитание, криогенное охлаждение, водяное охлаждение, вакуумная откачка, поддержание рабочего давления. Далее будет уже, так понимаю, полноценный, полномасштабный проект создан. И этот токамак с реакторными технологиями ТРТ планируется построить в Троицке, для которого уже создается сейчас новый термоядерный комплекс. И этот токамак будет способен еще не вырабатывать электроэнергию, но, по крайней мере, ее производить. Отрабатывать все, что должно происходить в плазме, удерживать плазму и так далее, и так далее. Наверное, на сегодня, пожалуй, все. Перед Новым годом еще успеем встретиться и сами для себя такую негласную, неофициальную, наверное, подведение итогов этого года для Росатома. Новые инициативы, новые успехи, и даже местами у нас есть неудачи. Я все вспоминаю финский проект Ханхи-Киви. К сожалению, пришлось вместо того, чтобы заниматься строительством, изучать европейское юридическое законодательство, законотворчество. И, может быть, сможем что-то уже более подробное рассказать о Северном морском пути. Хотя охватить все направления Росатома, это, конечно, в одной передаче, по-моему, невозможно чисто физически. Передача будет идти несколько часов подряд. Более 110 направлений самых разных бизнесов, наверное, это можно назвать. Хотя бизнес в исполнении Росатома – это всегда научно-технологические прорывы, там, где их особо никто не ждет, но которые обусловлены тем уровнем развития, который Росатом добился за время своей работы. Так точно. Всем спасибо за внимание. Павел, спасибо, что заглянули. Спасибо большое, Константин Ильич.